Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим муссовый чизкейк Орео. Он получается очень вкусным и сытным, с потрясающей текстурой, с хрустящей основой, очень красивый и аппетитный. Но самое интересное для нас состоит еще и в том, что готовится он совсем без выпечки и несложно. Приготовление мы начнем с хрустящей основы для чизкейка. Нам понадобится печенье Орео и сливочное масло. Печенье прям с начинкой нам надо измельчить в мелкую крошку. Я это делаю импульсно в блендере с ножами. Также можно печенье сложить в пакет, завязать его и хорошо прокатать скалкой до мелкой крошки. Вот такая в результате должна получиться мелкая однородная крошка. Сливочное масло нужно растопить до жидкого состояния и добавить к получившейся крошке. Затем нужно хорошо перемешать крошку с маслом, и получится вот такая липкая масса. Теперь подготовим форму для сборки чизкейка. Нам понадобится подложка, ее нужно застелить кусочком пергаментной бумаги, сверху поставить кулинарное кольцо, а внутри кольцо нужно обязательно проложить ацетатной лентой. Вот такая конструкция у нас должна получиться. Теперь высыпаем нашу крошку и формируем основу для чизкейка. Равномерно распределяем массу по дну и с помощью ложки утрамбовываем. Стараемся, чтобы слой по всей поверхности получился равномерным. Вот так должно получиться. И убираем форму в холодильник, пока она будет застывать, подготовим сырную массу. Для сырной массы все ингредиенты нам нужно соединить. Давайте разбираться, в какой последовательности и как мы это будем делать. Итак, в первую очередь нам нужно замочить желатин в холодной воде, хорошо его перемешать и оставить для набухания. Теперь нарежем печенье Орео кусочками для добавления к сырной массе. Не нужно резать слишком мелко. Кусочки печенья будут давать текстуру в чизкейке, поэтому они должны чувствоваться. Вот такие примерно должны быть кусочки. Мелкие крошки нам не понадобятся, поэтому от них лучше избавиться. Далее подготовим сливки. Сливки нам нужно будет взбить до полувзбитого состояния. В каждом видео, где я взбиваю сливки, я постоянно говорю о том, что для того, чтобы они успешно взбились, они должны быть обязательно очень хорошо охлажденными. Также я всегда заранее охлаждаю венчики от миксера и посуду, и со взбиванием сливок никогда не возникает проблем. Сливки должны быть жирностью не менее 33%, то есть 33-35% жирности. Взбивать их начинаем на невысокой скорости миксера, постепенно ее можно увеличить до средней. Взбиваем сливки до их увеличения в объеме минимум вдвое. Они загустеют, но при этом должны оставаться нежными и воздушными, то есть до пиков их взбивать не нужно. Вот, обратите внимание, какими должны получиться сливки. Сильнее взбивать их не нужно. И до момента использования поставим сливки в холодильник. Далее нам понадобится сливочный творожный сыр, обязательно комнатной температуры. То есть заранее перед приготовлением его нужно достать из холодильника. Сыр нужно размять до однородной кремовой массы. Это можно сделать вот так миксером на низкой скорости, можно вилкой или венчиком. Главное, чтобы ушли все комочки сыра и он стал вот таким однородным. Далее нам понадобится белый шоколад, и его нужно растопить. Я растапливаю в микроволновой печи, обязательно импульсно по 10-15 секунд в зависимости от мощности микроволновки. Каждый раз достаю и перемешиваю. Белый шоколад особенно легко перегреть, поэтому растапливать его нужно с осторожностью. Когда шоколад полностью разошелся и в нем не осталось комочков, его нужно добавить к сыру. Сыр должен быть температуры примерно 30 градусов. Если он у вас холоднее, то можно подогреть его в микроволновке. Когда шоколад добавили к сыру, сразу перемешиваем миксером на низкой скорости до объединения. Один раз нужно остановиться и перемешать массу лопаткой, чтобы собрать со стен и с дна чаши. И затем еще раз хорошо объединить массу до полной однородности. Теперь возвращаемся к желатину, он набух, и чтобы его ввести в массу, его нужно нагреть до жидкого состояния.
В микроволновке достаточно буквально 5-7 секунд, чтобы такое количество желатина полностью разошлось. Распущенный жидкий желатин сразу добавляем к нашей сырно-шоколадной массе и быстро миксером на низкой скорости перемешиваем массы, чтобы желатин полностью в ней разошелся. В процессе также необходимо собрать массу лопаткой со стены с дна чаши и еще раз миксером недолго перемешать. И в результате должна получиться вот такая абсолютно однородная масса без кусочков шоколада, сыра или схватившегося желатина. И теперь нам осталось добавить наши взбитые сливки. Важно, чтобы на момент добавления сливок температура массы не превышала 35 градусов. Итак, добавляем сливки и быстро при помощи лопатки начинаем перемешивать. Пока я перемешиваю, сделаю уточнение насчет сладости чизкейка. Здесь я обошлась только сладостью белого шоколада. Чизкейк получился умеренно сладким, и мне этого вполне достаточно. Но если вы сладкоежки и предпочитаете десерты послаще, то вы можете добавить еще сахарную пудру по вкусу. Добавляйте ее в творожный сыр, когда будете его перетирать до однородного состояния. Итак, после того, как мы вмешали сливки, масса должна также получиться абсолютно однородной. И нам осталось добавить наше печенье Орео. Добавляем его и еще раз перемешиваем, чтобы оно распределилось в массе. Теперь достаем из холодильника нашу основу для чизкейка, выкладываем на нее сырную массу и стараемся поверхность чизкейка сделать ровной. Затем убираем чизкейк в холодильник на стабилизацию примерно на 4-5 часов. После того, как чизкейк стабилизировался, сначала из-под дна достаем бумагу, и чизкейк можно сразу поставить либо на блюдо для подачи, либо на подложку, в которой можно чизкейк упаковывать в коробки. Снимаем кольцо с чизкейка, снимаем ацетатную ленту и посмотрите, какая потрясающая волшебная текстура получается у чизкейка. Нам осталось украсить наш чизкейк. Для покрытия поверхности мы сделаем ганаш. И также ганаш очень хорошо дополнит вкус чизкейка. Итак, нам нужно растопить темный шоколад, нагреть сливки до горячего состояния, в растопленный шоколад влить горячие сливки и лопаткой тщательно перемешать массы. Затем к ним добавить сливочное масло и еще раз хорошо перемешать. Масло должно полностью разойтись, ганаш должен получиться вот таким однородным. Достаем наш чизкейк из холодильника и выливаем на поверхность ганаш и распределяем его равномерным слоем. Затем убираем чизкейк в холодильник буквально минут на 15, чтобы ганаш немного схватился, а в это время приготовим крем для декора. Для крема нам понадобятся очень хорошо охлажденный сливочный творожный сыр и жирные сливки. К творожному сыру добавляем сливки, к ним просеиваем сахарную пудру и миксером взбиваем до объединения, до однородности, чтобы сыр полностью разошелся, а крем должен загустеть и стать стабильным. Вот таким должен получиться крем, и теперь к нему нужно добавить мелкую крошку Орео и при помощи лопатки хорошо перемешать. Затем крем перекладываем в кондитерский мешок с насадкой и будем декорировать чизкейк. Я использовала насадку 1М и отсадила кремовый декор по окружности чизкейка. Также я использовала для декора печенье Орео мини. Вы можете использовать другие насадки на ваше усмотрение, можно сделать кремовый декор по всей поверхности. Я изначально планировала делать шоколадные потеки, но мне настолько нравится вот эта текстура чизкейка, что я решила, что ее должно быть видно, она вызывает аппетит. И посмотрите, каким в результате получился чизкейк. На мой взгляд, он очень красивый, очень соблазнительный. И что не менее важно, он действительно очень вкусный. Поэтому я рекомендую вам его приготовить, попробовать. Посмотрите, каким чизкейк получается в разрезе. Друзья, у меня на этом все. Я, как всегда, вас всех благодарю за внимание. Вдохновляйтесь, готовьте, пробуйте. Оставайтесь со мной на связи и до новых встреч!